Приветствую вас на канале, и мы продолжаем с вами вязать вот такую кошечку Милу. Вяжем мы ее, можно связать из ниточки Yarn Arnt Mink. Это вот такой мех, и у вас получится вот такая пушистая меховая кошечка. Но если вам сложно еще вязать с такой ниточки, или, возможно, у вас ее нет, можно связать из обычной. Мастер-класс я записываю и вяжу кошечку из обычной ниточки, слегка-слегка пушистой, которую потом можно начесать. Давайте я вам покажу, какая же она получится в другой ниточке. И прежде чем показать вам эту кошечку, я предлагаю вам, если вы еще не подписаны на мой канал, подписаться, поставить лайк и оставить комментарий. Мне будет очень приятно. Ну и какая получится Милочка? Она у вас получится такой, если вы будете вязать обычной ниточкой, чуть-чуть с пушистостью. И сегодня мы с вами свяжем туловище. Соберем, прикрепим голову, ручки, свяжем туловище, ножки, и уже полностью тело Милочки будет готово. Ну что, давайте начнем наше вязание. Начинаем вязать с вами туловище, и берем мы ниточку, из которой мы вязали ушки, пяточки, ладошки, то есть у меня это светлый. И начинаем вязание, делаем закреп, 2 воздушные петли, и в первую петлю вяжем 6 столбиков без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Если у вас здесь будет отверстие, это даже очень хорошо, потому что мы будем вставлять штифт. Поэтому как бы не переживайте, что у вас здесь дырочка, это только на пользу. И дальше мы вяжем 6 прибавок. Первая, вторая, третья. Так, найти. Четвертая. Пятая. И шестая прибавка. Используем маркер, чтобы не потеряться. Дальше вяжем столбик без накида, прибавка, так повторяем 6 раз. И давайте этот ряд я свяжу в ускоренном темпе. Так, маркер перенесли. Следующий ряд у нас с вами будет 2 столбика без накида, прибавка. Ну и в четвертом ряду у нас с вами должно получиться 24 столбика без накида. Вот так мы вяжем носочки нашей Милочки. Маркер я здесь оставляю, потому что с 5 по 8 ряд мы с вами вяжем 24 столбика без накида, то есть 4 ряда мы вяжем столбик в столбик. Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся, когда я свяжу эти. Связала первый, второй, третий, четвертый. Смотрите, дальше мы с вами будем менять цвет, поэтому я беру основную нить. У меня она вот такая бежевая. И начинаем вязать 9 ряд. 9 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Но девятый столбик мы не провязываем до конца, мы меняем на светлую нить. И сейчас следующие 6 столбиков мы провяжем светлой нитью. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И тоже мы его не заканчиваем, меняем ниточку и продолжаем. И до конца у нас с вами должно остаться 9 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый. Так. Следующий у нас будет с вами прибавочный. Мы вяжем 7 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И мы вяжем с вами прибавку. И давайте здесь сделаем 2 столбика. Первый, второй. Введем цвет беленький. Сейчас третий, четвертый, пятый, шестой. И мы делаем цвет основной. Седьмой и прибавка. Так, у нас такой мысик получится. В принципе, нам с вами уже не нужна будет эта ниточка, поэтому можно ее просто ввязать, и мы обрежем. Еще один раппорт делаем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И здесь последнюю мы делаем прибавку. Так. И тут как бы вот у нас будет заканчиваться грудка. Здесь начешется, поэтому такого рьяного перехода видно не будет. 11 ряд. Давайте эту ниточку я обрежу. Мешать не будет. 11 ряд мы с вами вяжем 8 столбиков без накида, прибавка одним цветом. И так повторим 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Здесь вяжем прибавку. Еще 2 раза. И эти 2 раппорта я провяжу в ускоренном темпе. И увидимся с вами уже в конце 11 ряда. Вяжем с удовольствием нашу кошечку Милу. Это последняя у нас прибавка. Так. Ну вот мы с вами закончили 11 ряд. Сейчас нам нужно будет с вами вставить голову. Штифт, так, если у вас штифт, то нам понадобится пуговичка. Но прежде чем это делать, нам надо с вами вот эту часть начесать, достать весь мех, потому что мы будем присоединять, и чтобы там не получилось залысин, а все было бы пушистенько,
Мы с вами сейчас идем, начесываем эту часть, ну вот до сюда, хорошенько, и потом встретимся, я покажу, как я буду садить на штифт голову будущей кисти. Я уже начесала, ну немножко, да, насколько это возможно. Потом, когда оденем нашу игрушку, тогда уже все сделаем. Мы берем плоскогубцы, нам понадобится, и еще одна пуговица. Так, здесь мы с вами, помните, вот это отверстие начала как бы кольца амигуруми. Что мы делаем? Мы теперь, так давайте один раз провернем. Опа. Теперь вот эти два уголка, смотрите, мы сначала вводим вот в это отверстие. Ввели. Так, вот видите, ввели. Дальше мы с вами вводим их, но только вот этой гладкой стороной, и вводим их наискось, вот видите, так. Продвигаем хорошенько к основе. Присоединить. И теперь нам нужно при помощи плоскогубца так хорошо держим саму пуговицу и вот так хорошенько закручиваем. Все. Теперь мы хорошо так провернули. И теперь эти штучки мы просто вот так закрутили. И мы их так с вами закрутим тоже. Не будут нам мешать. Они как бы здесь садятся в углубление. Все. Придавила. Тут будет холофайбер. И все будет замечательно. Так. Ну вот. Голова прикрепилась. Вот так она у нас с вами сидит. Если захотите, я оставила ниточку, вы можете так же самое еще дополнительно пришить. Но вот так вроде голова хорошо очень держится. Видите? Если бы вы взяли еще больше пуговицу, и он бы еще лучше сидела. Вот это будет наш такой мысик. Светленький. Тут будут ушки светленькие. Вот такая будет у нас кошечка. Китюнечка. Но уже дальше продолжим вот головой. Поэтому я вам и говорила, что не клеить глаза сначала. Мы не делали с вами ресницы, потому что это все будем в процессе работы задевать, уже когда полностью свяжем, и ушки тоже. Все это мы с вами приклеим, пришьем, оформим. А сейчас пока продолжим. Мы продолжим с вами, и у нас следующий идет 12 ряд. Убрать, чтобы не мешали. Берем маркер. Мы будем расширять. Ну, это как бы образно говоря, шею мы связали. Кошечки. И теперь делаем тоже прибавки. Смотрите, вяжем 4 столбика без накида и делаем прибавку. Первый, второй, третий, четвертый. Здесь вяжем с вами прибавку. Продолжаем. Маркер в сторону отставляем. Следующий у нас с вами идет 13 ряд. Мы вяжем без изменений. Петля в петлю. 36 столбиков.
Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся здесь. Так, я закончила 36 столбик, и 5 ряд мы с вами вяжем 5 столбиков без накида, прибавка, так повторяем 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, здесь прибавка. Так, еще 5 раз до конца ряда. Так, дальше мы с вами, давайте просто вот этот наш маркер так здесь положим, потому что нам нужно с вами будет 3 ряда провязать по 42 столбика. И давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся на 18 ряду. Я провязала первый, второй, третий ряд. Можно перенести маркер. И мы с вами приступаем к 18 ряду. Мы вяжем 13 столбиков без накида, прибавка, так повторяем 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13. Дальше мы делаем прибавку и повторяем так еще 2 раза. 13 столбиков. Маркер переношу. Следующий ряд, 19, мы вяжем столбик в столбик, 45 столбиков без накида. Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже увидимся на 20 ряду. Закончила. Следующий 20 ряд мы вяжем 14 столбиков без накида, прибавка. 3 раза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12, 13, 14. Здесь делаем прибавку. И так повторяем еще 2 раза. Ну и в 20 ряду у нас с вами должно получиться 48 столбиков без накида. Вяжем, наслаждаемся творчеством. Скоро у нас будет готова кошечка Мила. Так. Смотрите, дальше мы с вами будем вязать с 21 по 24 ряд. 5 рядов подряд без изменений, поэтому просто вот так маркер перенесли и вяжем петля в петлю, 48 столбиков без накида, 4 ряда. И давайте я сделаю это за кадром, мы с вами уже увидимся на 25 ряду. И здесь у нас уже с вами будет убавка, мы будем дальше делать убавки, поэтому подготовьте ручки, начешите их, подготовьте
шплинты, мы вставим ручки и продолжим наше вязание. Так, давайте встретимся уже на 25 ряду. Ну что, продолжим. Мы с вами провязали 4 ряда. Провязали 4 ряда. Вот так мы с вами вязали, да? Остановились и первый, второй, третий, четвертый. Готово. Дальше у нас с вами пойдут убавки. Но нам нужно с вами прикрепить ручки. И одну ручку я уже прикрепила, вторую буду крепить. Ну и давайте я вам расскажу. Смотрите, правую ручку и левую. Сначала насчет правой. Так как у нас тут идет смещение небольшое, поэтому будет играть роль тоже здесь, на каком уровне мы будем крепить ручки. Итак, правая ручка. Смотрите, от вот этого мысика, там, где мы с вами поменяли цвет, да, мы отсчитываем 5 столбиков. И между 5-м и 6-м столбиком мы вставляем штифт. Смотрите, вот не вот здесь правую ручку, не на этом уровне, а на предпоследнем цвете, если так можно сказать, беленького, да, отсчитываем 5 столбиков и вставляем ручку, закрепляем штифт. Значит, а левую ручку, смотрите, так как у нас тут смещение, мы с вами будем отсчитывать от вот этого мысика, не предпоследнего, а последнего, и отсчитываем первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. И вот здесь у нас будет штифт. Еще раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. На один ниже. Давайте вставим и проверим уровень. Вот смотрите. Видите, если мы делаем так, как я вам рассказала, у нас получаются плечики на одном уровне. Но если бы мы с вами подняли и сделали бы 5 сюда, отчитали, они бы у нас были на разных уровнях. А так отсчитываем первый, второй, третий, четвертый, пятый, но на один ниже. Отсюда отсчитываем 5, а здесь отсюда отсчитываем 5. Надеюсь, я понятно вам рассказала. Ну и вставляем штифт. Шплин, да. Точно так же делаем, как мы делали с головой. Наискось. Ставили. Хорошенько прижали. И вот так плоскогубцами очень хорошо закрутила, чтобы было плотненько. Все. Хорошо плотно, а это уже в таком. Можно обрезать, а не надо такое длинное. Я просто закручу его. Нету сейчас ножничек, таких, которых не жалко под рукой. Все. Тут она нам мешать не будет, колоть не будет, ничего не вылезет. Все. Все очень хорошо закреплено. Ну вот, смотрите, ручки закрепились. Готово. Ну, чтобы вязать было мне удобно, я их вот так убираю. Беру вязание. Переношу маркер. И давайте вязать. У нас с вами будет следующий 25 ряд. И мы вяжем с вами 6 столбиков без накида. Убавка. Так повторим 6 раз. Вяжем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ниточку подтяну.
шестой и делаем с вами убавку. И так повторим еще 5 раз. Здесь давайте я включу ускоренный режим. И увидимся уже, услышимся в конце ряда. И последняя у нас убавка. И получается, что в 25 ряду у нас с вами должно получиться 42 столбика без накида. Маркер я оставлю. Следующий, 26 ряд, мы вяжем по схеме 5 столбиков без накида убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И делаем убавку. Так повторяем еще 5 раз. И в 5 ряду у нас с вами должно остаться 36 столбиков. Давайте я это сделаю за кадром, и мы с вами уже встретимся. Вот здесь 36 ряд закончен, 27 ряд начинаем. Вяжем 4 столбика без накида убавка. Первый, второй, третий, четвертый. Делаем убавку. И так повторяем еще 5 раз. И давайте уже встретимся с вами в конце этого ряда. Закончили мы с вами вязать 27 ряд. Перенесем маркер. У нас должно с вами остаться здесь 30 столбиков без накида. И следующий ряд мы вяжем по похожей схеме, только мы вяжем 3 столбика без накида, убавка. Первый, второй, третий. И делаем убавочку. Да, и это мы с вами вяжем, получается, 28 ряд. И где-то между 27 и 28 рядом мы будем вставлять шплинты и вставлять ножки. Но давайте провяжем сейчас точно этот ряд, может быть еще и следующий. Итак, вяжем 3 столбика без накида, убавка. Так повторяем с вами 6 раз. И давайте я сделаю это за кадром, и мы с вами уже увидимся в конце этого ряда. Так, вот здесь. Так, смотрите, я закончила вязать 28 ряд, переносим маркер. В следующем ряду мы будем с вами вставлять ножки, а пока мы вяжем 2 столбика без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Первый столбик, второй, и у нас идет убавка. И так еще 4 раза. Давайте это сделаем в ускоренном режиме. И вот последняя у нас с вами убавка. Делаем подлиннее нашу петлю. Вот у нас такое маленькое отверстие получается. Нам надо будет вставить шплинт. Раньше мы не могли вставить, потому что он бы мешал нам вязать. Поэтому вот через такое маленькое отверстие будем вставлять. Ну ничего, на все получится. И потом набьем нашего котенка. Это у нас перед, это у нас зад. И теперь берем наши уже начесанные ножки. И давайте так, просто смотрим визуально, где у нас ручки,
шплинтовое крепление, вот примерно здесь. И здесь будем вставлять между 27 и 28 рядом. Мы с вами 29 провязали, 28, 27. Вот между 27 и 26 рядом делаю вот такое хорошее отверстие. Вставляю, не знаю, вам видно, вставляю шплинт. Опа. Проверяю. Ну, вот так будет идеальный вариант. Давайте я вам просчитаю, где у меня получилось, а вы уже визуально смотрите, хорошо? Получается, что от последней нашей петли раз, два, вторая петля и вот так наискось. Если, не знаю, вам понятно так? Предпоследняя, ну давайте еще одна и вот ровно. Вот так вставляем шплинт. Ну как вставлять, я уже вам показывала, поэтому я это в принципе сделаю за кадром. И вторую ножку тоже, ну, параллельно, просто визуально посмотрите, чтобы это было ровненько. У нас же с вами творчество, поэтому никаких шаблонов нету. Тем более у каждого из нас с вами разное вязание, разные плотности. Вот это я уже тут точно отрежу. Не нужно будет. Поэтому визуально на ровном расстоянии мы с вами прикручиваем. Единственное, вот тут хорошо вот так прикрутите, чтобы ножка так хорошо сидела. И вот эти уже кончики, они нам мешать не будут. Мы их так красивенько закрутим и упакуем. Вот так. Все. Точно так же крепим и вот эту ножку. Точно так же отсюда, вот так примерно посмотрели, и на том же уровне здесь вставляем шплинт и проверяем ножки одинаково, красиво, красиво. Хвостик, в принципе, смотрите, хвостик мы с вами связали, его уже начесали. По желанию можно вставить в проволоку, тогда он у вас будет гнуться. И точно так же можно сделать шплинт, и точно так же из пуговичек. Вот так его вставить и потом зашить. Это если вам надо. Если такой необходимости нету, но просто мы с вами его вот так пришьем. Даже можно вставить проволоку, ее загнуть. Я так делала на моей Милочке первой, без шплинта. Здесь я пришивала, и он у меня в принципе гнулся. Вот так пришитый был здесь. Хорошо очень, а здесь гнулся, и это очень удобно было. Наверное, я на это и сделаю точно так же. Шплинт вставлять не буду, не хочу, мне не надо, чтобы он там поворачивался, лишние пуговички. Вот просто вот так пришью. Сейчас вставлю туда проволочку, ну, чтобы он у меня гнулся. Почему-то мне так хочется. Ну, давайте я ногу прикреплю за кадром. И после этого мы с вами набиваем холофайбером само тело, потому что у нас осталось совсем немножко. Здесь буквально 2 ряда. Давайте встретимся, когда это все сделаю. Так, небольшое подключение. Один момент хочу вам показать. Прежде чем вторую ножку будете вставлять, еще раз обратите внимание, у нас же с вами тут идет смещение, да? Поэтому получается, что правую ножку на один ряд выше нужно будет вставить шплинт. И прежде чем его закреплять, вот смотрите, я вставила, и прежде чем закреплять, я проверяю, ну, где тут, вот
верхушка ножки. И тут точно так же верхушка ножки получится. Значит, все правильно. Все хорошо будет. Когда я прикреплю, и тут верхушка ножки. Как бы проверьте себя. Ну, чтобы не получилось, что у вас одна ножка выше, другая ниже. Потому что мы же с вами вяжем по спирали, и получается, что здесь у нас немножко ниже, а здесь у нас немножко выше, наоборот. Здесь ниже, здесь выше. Поэтому вот этот момент учтите, пожалуйста. Все, пошла все-таки ее набивать и окончательно ножку прикреплять. Давайте продолжим. Смотрите, я уже своей кошечке лапки прикрепила, холофайбером набила. Вот видите, у нее такой пудика чуть-чуть получается. Если не хотите такой пудика, чуть-чуть меньше набейте. И тут убираем ненужные ниточки. Я оставила ниточки, чтобы, может быть, пришить голову, если я захочу, или стянуть немножко ручки, или, может быть, стянуть немножко ножки. Все это потом впоследствии мы с вами уберем. Ну, а сейчас вот так можно убрать пока ножки, чтобы они нам не мешали. У нас с вами осталось 2 последних ряда. Следующий ряд, это у нас получается 30. Мы вяжем столбик без накида, убавка, и так повторяем 6 раз. Так, я давайте тут попробую, конечно. Ну, принцип вам вязания понятен, да? Столбик без накида, убавка. Повторяем так 6 раз. Стягиваем уже, да, получается, что наше вязание. Столбик без накида, накида, убавка. Столбик без накида. Убавка. Тут просто надо удобнее немножко взять. Вот вам будет проще вязать. Я же хочу, чтобы вам было видно. Не знаю, вам что-то там видно. Так, еще один столбик. Делаем убавку. И еще столбик, убавка. Это предпоследний раз. Сейчас 5. И вот у нас последний раз будет столбик. И вот убавка. Все. Как хотите. Или убирайте маркер, или оставляйте. Я убираю, я просто буду просчитывать. Последний, 31 ряд, мы с вами вяжем 6 убавок подряд. Хотите, сейчас добавьте холофайбер, я не буду, мне хватит. Ну, перед стягиванием там можно будет добавить. Вторая. Ну и еще 4. Давайте я свяжу это за кадром, и мы с вами уже увидимся, как стянем игрушку. Я не буду показывать этот процесс, потому что точно так же мы с вами стягивали и ручки, и ножки. Процесс ясен и понятен. Итак, смотрите, я уже здесь все зашила. Хвостик пришила, так, чтобы вам показать хвостик, где, ну, посередине, от центра, где-то 1, 2, 3, 4, 5, на 6-м ряду, от окончания с вами нашего тела. Ну, или можно так посмотреть, смотрите, там, где у нас с вами
начинается ножка, мы опускаемся раз, два, на 3 ряда. Вот я пришила хвостик, я добавила сюда все-таки проволочку, так чтобы он у меня сгибался. Ниточки все я уже обрезала, голова у меня очень хорошо зафиксирована, ручки тоже. А вот видите, иголочка у меня осталась, ножки я немножко, даже не ножки, а вот пузико немножко вот тут стянула. Давайте я вам просто расскажу, как я это сделала. Мне, помните, здесь была ниточка, я ее продела вот полностью через все пузико, продела ниткой параллельно. Потом здесь я эту ниточку закрепила, ну, подтянула хорошо, она мне так раз и стянулась. Здесь закрепила ниточку, потом захватила с ножки пару стежков и снова вывела через тело, вот так, подтянула хорошо, и она у меня получается, что пузико, не ножки сами, а пузико вот так, видите, немножечко как бы сузилась. Тоже здесь закрепила, пару стежков за ножку и вывела ниточку. И ну, видите, как оно приобрело вот такое немножко, не такая как бы грушевидная, да, а вот немножко подтянула, и теперь ножки просто прекрасно крепятся, мне все нравится. Все, на этом эта часть мастер-класса у нас закончена. Нам что осталось с вами? Нам осталось с вами оформить глазки, пришить ушки, носик приклеить. Не знаю, напишите мне в комментариях, надо вам показывать, снимать ли в мастер-классе носик, как лепить из полимерной глины или нет. Напишите, пожалуйста. Ну и все, начешем нашу милочку и уже покажу вам второй вариант этой чудесной игрушки. Оформим, я покажу, как я все приведу это в порядок, но это будет уже в заключительной части мастер-класса. Если вы вяжете со мной, у вас все получается, напишите комментарий, поставьте лайк, мне будет очень приятно. И увидимся с вами уже в заключительной части этого мастер-класса. До новых встреч, пока-пока!